Наконец-то настал день, когда одна из самых необычных кошек пришла к нам в гости на разбор полетов. Встречайте саблезубого, древнего, редкого и очень милого хищника необычайной красоты. Дымчатый леопард, он же облачный леопард. Малайское название Харимау дахан. Представитель семейства кошачьих, обитающих в Юго-Восточной Азии. Эта милаха только отдаленно напоминает леопарда и считается довольно древним видом. На самом же деле этот хищник не является леопардом. Он скорее некое промежуточное звено между мелкими и крупными представителями кошачьих и носит такое имя из-за сходства с дальним родственничком. Открыл этого доисторического котейку британский натуралист Эдвард Гриффит в 1821 году, а Джон Эдвард Грей собрал все три вида в один род в 1867. Дымчатый леопард встречается на юго-востоке Азии, от Южного Китая до Восточных Гималаев и Вьетнама. Кстати, подвид, встречающийся на Тайване в 2013 году, был признан вымершим, однако в начале 2019 года появилось сообщение, что животное дважды видели на юго-востоке острова. Будем надеяться, что дымчатый леопард просто хорошо прячется от голых обезьян. Дымчатый леопард хоть и представляет переходную форму между мелкими кошачьими и крупным, но генетически больше приближен к последним, относящимся к роду пантер. Собрать данные на нашего красавца было крайне нелегко. За основу для исследования ДНК этого саблезубого кошака были взяты шкуры животных, хранящиеся в разных музеях мира. По итогу получилось, что два вида разошлись между собой 1,5 миллиона лет назад из-за географической изоляции, поскольку между островами исчезло сухопутное сообщение, возможно, из-за повышения уровня моря или извержения вулканов. С тех пор два вида не встречались и не скрещивались. Дымчатый леопард с островов имеет более мелкие и более темные отметины пятен и более темный общий цвет шерсти. Самое интересное, что несмотря на то, что два дымчатых леопарда могут выглядеть одинаково, генетически они больше отличаются друг от друга, чем лев от тигра. Отличительная облачкообразная окраска шерсти делает этих зверей необыкновенно красивыми и сильно отличающимися от других кошачьих родственников. Эллиптические пятна более темного цвета, чем фон, а край каждого пятна частично обрамлен черным. Они располагаются на фоне однотонного поля, которое варьируется от светло-коричневого желтизной до насыщенно-серого. У мелких облачных леопардиков боковые пятнышка сплошные, а не мутные. Они изменяются к тому времени, когда им исполнится приблизительно 6 месяцев. Взрослые дымчатые леопарды обычно весят 18-20 килограммов при высоте в холке от 50 до 60 сантиметров. Длина тела от 75 до 105 сантиметров. Длина хвоста от 79 до 90 сантиметров, что почти равно длине самого тела. У дымчатых кошек нет большой разницы в размерах, но самки чуть-чуть поменьше. Строение тела, высота конечностей, длинный хвост идеально приспособлены для лазания по деревьям. Как вверх, так и вниз. У млекопитающих хорошее зрение, слух и обоняние. У нашего необычного гостя, по сравнению с другими родственниками, более узкий длинный череп. Самые длинные клыки по отношению к размерам тела и черепа, а пасть открывается гораздо шире. Кстати, клыки могут быть больше 4 сантиметров. Ну чем вам не саблезубый доисторический хищник? Дымчатые леопарды являются одними из лучших альпинистов в семье кошек. Они могут взбираться вверх по стволам, свисать с веток задними лапами и даже спускаться вниз головой, как белка. Кошки из прошлого обычно проживают в тропических лесах, доходя до областей на высоте 3000 метров. Деревья они используют для отдыха, а также для охоты, но проводят больше времени на земле. В отличие, например, от Моргая, тоже красивого котика-акробата из Америки. Ищите ролик про длиннохвостую кошку в плейлисте «Кошки». Многолетние наблюдения за дымчатыми леопардами показали, что они чаще всего встречаются в тропиках вечнозеленых лесов и населяют кустарниковые заросли. В меню этого волшебного котика входят обычно разные мелкие обезьянки, олени,
мунджаки. Кстати, про этих саблезубых оленей тоже есть ролик. Кабаны, цеветы и даже дикобразы. Обычно наш котейка сидит в засаде на дереве, тесно прижавшись к ветке. На добычу нападает сверху, запрыгивая на спину. Более мелкую живность ловит с земли. Адаптированную к такому образу жизни тело позволяет достигать рекордных результатов при охоте в джунглях. Короткие и крепкие ноги обеспечивают рычаг и низкий центр тяжести. Чрезвычайно длинный хвост помогает при балансировке. Кстати, называю саблезубом я этого красавца не для красивого словца. Исследования доктора из Копенгагенского зоологического музея выявили связь между нашим гостем и доисторическими кошками. Изучение характеристик черепа показало, что строение у дымчатого леопарда имеет сходство с вымершими саблезубами. Они оба имеют огромный размер открытой пасти, около 100 градусов, в отличие от современного льва, который может открыть рот только на 65. Саблезубые кошки кусали добычу за шею, используя свои удлиненные зубы, чтобы разорвать нервы и кровеносные сосуды и сломать позвоночник. Эта техника охоты отличается от нападения современных больших кошек, которые хватают жертву за горло, чтобы задушить добычу. Социальное поведение дымчатых леопардов мало изучено, однако чисто логически можно предположить, что они ведут одинокий образ жизни, связывая себя партнерскими отношениями только в период любви. А еще эти кошачьи не умеют мурлыкать, но издают фыркающие звуки, а также высокие звуки, отдаленно напоминающие мяуканье. Короткий стонущий крик влюбленного дымчатого леопарда можно услышать на большом расстоянии. Начинают хотеть любви леопарды обычно после 2 лет, начиная с декабря по март. Саблезубые леопарды очень воинственны и агрессивны во время брачных игр. Самцы часто серьезно ранят своих подруг, иногда вплоть до разрыва позвоночника. Спаривание происходит несколько раз с одним и тем же партнером, который при этом кусает самочку. Та же отвечает звуками, поощряя самца и дальнейшими действиями. Если после такого облачная леопардиха выжила, то ее беременность длится около 13 недель, оканчиваясь рождением 2-3 слепых беспомощных малышей весом до 300 грамм. Бывают пометы и до 5 котят. Логовыми служат дупла деревьев, пустоты под корнями, укромные уголки, заросшие кустами. К 2 неделям малыши уже видят, к месяцу проявляют активность, а к 3 перестают питаться молоком. Мать учит их охотиться. Полностью самостоятельными котята становятся к 10 месяцам. Сначала окраска имеет абсолютно темные пятна, которые, расширяясь с возрастом, светлеют по центру, оставляя темный ареал. Средняя продолжительность жизни наших редких красавцев составляет 7 лет. В неволе дымчатые киски живут подольше, около 11. Известны случаи, когда они доживали до 17. Основным истребителем этого чуда являются, конечно же, Homo sapiens. На дымчатых леопардов они охотятся из-за необыкновенно красивой шкуры. В Сараваке длинные клыки используются некоторыми племенами в качестве украшений для ушей. Некоторые части дымчатых леопардов применяют в медицинских целях, а в ресторанах Китая и Таиланда мясо дымчатого леопарда представлено в меню для богатых туристов. Малышей же предлагают за баснословные цены в качестве домашних животных. Саблезубый кошак, конечно же, стремится жить подальше от населенных пунктов, но по мере того, как человек расширяет свои сельскохозяйственные угодья, уничтожается и ареал множества животных, в том числе и этого красивого котика. К сожалению, из-за скрытного образа жизни трудно говорить о точном количестве этих животных. По приблизительным подсчетам их популяция составляет менее 10 тысяч экземпляров. На сегодняшний день в Непале, Малайзии и Индонезии были предприняты усилия по созданию национальных парков для поддерживания популяции дымчатых леопардов. А как вы думаете, зачем доисторическим хищникам нужны были такие длинные зубы и такая широкая пасть? Может быть, потому что вся добыча была крупнее, но это наше мнение. А свое пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого вы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в
описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!